Видео начинаю с петухами. Всем привет. Давно вам хотел рассказать одну историю. Такая моя чисто житейская, интересная. Но быстро ее рассказать не получится. Поэтому, наверное, я пока ложу сегодня плитку. А у меня еще и клей заканчивается. Сейчас мне привезут. Расскажу вам ее. Я работал в Милане. У меня как-то случилось, что кончилась пермесса. Не было контракта, в Риме не было работы такой. Нашел в Фейсбуке объявление, что требуются рабочие, хорошие ребята. Еще так уточнили, типа нам тут мы не рабов ищем, а просто хороших ребят. И приехало где-то 3 человека с Милана, с Неаполя один парень, я и потом еще с той зоны, с Комо, приехали пару человек. Много плитки было, женщина это была русская, она жила с итальянцем, и довольно там неплохо у них с деньгами было. Они делали дома какие-то себе, квартиру, дом строили. Это было прямо под Швейцарией, 10 минут и Лугано там. Погода там стрёмная, люди там тоже своеобразные, понимаете, мне после Рима было очень там неуютно. Надо было штукатурить стены, ложить плитку. Причем то, что я все умею, там был бригадир такой, сицилианец один. Я вам, к чему я это все объясняю, потому что это вся на этой работе, это у меня был просто какой-то ад. Я вам даже там приготовил пару фоток, покажу, хотя на стене, где где мы работали, было написано «Парадизо», рай. А местечко это называлось Парлеццо. До рая там было как вообще не в ту сторону. Так вот, был бригадир сицилианец. Чувак, под 70 лет ему было, такой здоровенький, в принципе, как человек нормальный, но мерзопакостный ужасно. Вот как-то да, вот так вот. Ну вот, слушайте дальше. Он говорит, что ты умеешь? Я говорю, да, все в принципе. А он стоит, штукатурит потолок, кирпичный потолок. Он говорит, ну давай, вставай со мной, типа, покажи, что ты умеешь штукатурить. Я говорю, я все умею, но потолки я не штукатурю и не умею, и учиться даже не хочу. Я говорю, почему не поставить гипсокартон, нахрена вот это вот? Вот это, понимаете, он кидает, оно все падает, здесь все в поддонах, в этих, вот такой срач, он весь в этой растворе. Ладно, а он ничего не умеет, понимаете, кроме штукатурки, он ничего не умеет делать. Но дело не в этом, я о плитке. Дошло дело до плитки. Поставили одного, второго. Никто не умеет так, как они хотят. А ее муж, говорит, 20 лет был плиточником. Потом у него что-то со спиной стало. Богатые люди, они вообще очень противные. Вот сколько мне попадалось, все. Понимаете, когда у них есть полно денег, они, по-моему, считают, что они могут делать, что хотят, говорить, что хотят, потому что они боги. И эта женщина, вроде с ней можно было нормально сесть поговорить там по-человечески. Но потом у нее выключатель там переключался, переключатель. Надо было положить плитку. В конце нашли какого-то итальянца с той зоны. Вроде бы он начал ложить, вроде бы все хорошо. Но положил он пол салона и куда-то пропал, испарился. А перед этим он также ложил на террасе плитку. И дождь был, погода пасмурная, там вообще это была весна, зима-весна, что-то такое время ужасное, холодно. И тут вроде дождик покапывает, вроде обещают, и по идее не надо было бы ложить плитку. Он ее предупредил, она не ложи, типа быстрее, потому что там очень много плитки было. Он положил, ночью пошел дождь, и утром она вся отстала. Тоже фотка есть, осталась. Ну вот представьте, плиточник говорит, нельзя ложить в такую погоду, а она говорит, ложи. Короче, так случилось, что он то ли сам ушел, то ли выгнали его тоже. Взяли еще какого-то там чувака, начал тоже на улице ложить плитку, такая 10 на 10, маленькая, вот по всей террасе. Ее сложно ложить.
все у него в клею, все в этой грязи. Приходит мой бригадир, этот сицилианец, выгоняет этого с практикой в Швейцарии и говорит, блин, надо снять эту всю плитку и зачистить, так как я чистил вот это вот. Понимаете, вот от этого. И я сижу 2 дня чищу, вот только вот эти 10 на 10, вот такую вот плиточку. Ладно. А это все, знаете, нервы. Я вижу этот весь маразм, что никакой организации, зато понтов у той хозяйки, блин, столько, что на полусогнутых подходи к ней. И чтобы вы понимали, за понты я работал, договорился с этим, даже не я попросился, потому что зарплата была что-то вообще маленькая, какие-то 1500 там, ну по контракту. Так, я почему не люблю по контракту работать? Хрен там что заработаешь. И он говорит, хочешь по субботам работать? Я говорю, конечно хочу, что мне в субботу, я же там в командировке, семья в Риме, чтобы что-то подзаработать. Там все дорого, даже проездной то купу денег стоит под 100 евро. Ну, кстати, автобусы ходят просто идеально, причизу. Мне главное здесь, если кто помнит, что здесь была лужа почему-то, я стараюсь, чтобы пенденция, чтобы было залито хорошо. Так вот, дошло до того, что он выгнал последнего этого плиточника, уже 5 человек выгнали. Причем меня одного только оставили, сделали контракт из этих всех приезжих. А такие ситуации были, ну еще раз, опять же, зовет он плиточника Молдавана с Милана. Приезжает. Вкратце объясняю, что это за муж у нее был. То есть бабки все были у него. У нее. Она зарабатывала. А у него была своя недвижимость, то есть это его была земля, там все такое. У них какие-то тут заводы еще были, виноградники. И он куда-то сваливал каждые 2 месяца. Ну, я думаю, он либо к любовнице, либо куда-то он отдыхать. Потому что он такой нервный был, такой какой-то неадекват. И как-то в субботу, в конце месяца, то есть в конце месяца я прихожу за зарплатой, я писал все дни, сколько я работал. Ну и 4 субботы ему показываю. Народ, что там начинается? Вот видите, тишина. Там тоже так же. Село. Как он начинает орать. Вот это вот вся округа, вся, наверное, с окон повылазила. Это был такой крик. Почему я работал по субботам? Потому что в контракте, допустим, не написано, что я в субботу работаю. И если что-то случается в субботу, то у них большие, огромные проблемы. Я говорю, алло, гараж, это твой бригадир мне предложил? Ты мне сказал, что вот это мое лицо, мой знакомый, друг, там 3 года ты с ним работаешь. Все, что он говорит, я должен делать. Ты месяц знаешь, что я работаю все субботы, и сейчас ты мне такие претензии. Это я даже не смог сказать, потому что там слово вставить невозможно было. У меня мурашки начинались, я весь покраснел от злости, потому что, знаете, ну, когда на тебя так орут, какая реакция может быть? Ну, с другой стороны, это работодатель. Я как-то это все схавал. Но я вам почему говорю, что я на этих всех ситуациях заработал себе через 3 месяца язву желудка на этих нервах. Ладно, проглотил я этот разговор, если это можно назвать разговором. А просто хотелось, знаете, взять стул и просто ему, блядь, заткнуть его, расхерачить на голове у него. Настолько он был противный. Иногда, я же начал за Молдавана, рассказываю дальше. Иногда утром я ему выхожу, он мне говорит, я говорю, бонджорно. Встречаемся. Бонджорно un cazzo. Я говорю, перке? Почему? И, в общем, сложилось так, что он такая неприязнь у него была. И он мне как-то говорит, ты на меня так не смотри, бо я там одному голову отрезал. Нормально, да, рабочие отношения такие? Вот просто я вам это рассказываю, потому что вы видите, как я работаю вот сейчас. Но я хочу, чтобы вы поняли, и что я прошел, и насколько здесь не так все, как у меня в видео. Да, я эту жизнь себе создал сам, я до нее дошел через вот эти вот
проблемы, которые мне очень хотелось бы вам рассказать. Вы не все не одели розовые очки и думали, Италия, классно, солнце, море, озера, озера. Вчера на озере был. Супер просто. Ну вот теплая, не то что она не холодная, а просто теплая. Класс. Начинает плитку ложить. Баня была одна, мозаика там, ванная. Перед этим меня хозяйка зовет, говорит, Андрей, то есть переключатель в обратную сторону, нормальный человек. Говорит, ты сможешь положить плитку? Я говорю, я не плиточник. И сейчас вот я ложу плитку, я говорю, я не плиточник, но я ее ложу. Покажу вам, положу не хуже, чем плиточник. Я не люблю это дело. Я говорю, я положу. Она говорит, ну хорошо положишь. А перед этим этот сицилианец положил. Я вам покажу фотки, что он положил, мозаику. Под умывальником, но тем не менее. Еще раз вам повторю, что тот бригадир ничего, кроме штукатурки, делать не умел. Я говорю, ну я не знаю, как вы хотите, но я положу лучше, чем он. И все, вот ляпнул и пипец. На следующий день опять этот ее муж, опять же где-то меня встречает, то ли мы ехали куда-то. Тот же самый истерический крик, просто истерический. Ты кто такой? Я 20 лет плитку ложу. Ты типа обосрал моего бригадира, что типа он плохо положил. Я говорю, я не говорил, я уже потом подумал, что я ляпнул, да. Получается, если я сказал, я положу лучше, чем он, значит, он положил плохо. Но я не подумал в тот момент. А он это воспринял так, типа я обосрал его бригадира. Блять, ну извините меня, если ты действительно тупой, если ты положил плохо, я должен сказать, что он, что я должен сделать? Как есть, так и сказал. Ладно. Плитку я так и не положил. Тот положил какое-то говно, и вообще я не знаю, чем это закончилась история, потому что я просто уволился оттуда. А уволился я, красил все, и она тоже как-то проходила, уже нашла молдаванок. Вот почему я не знаю, чем эта плитка закончилась. Потому что она нашла какого-то молдавана с Милана, тут приехал весь такой фраер в пинжаке. Он закончил там какой-то техникум. И вот они делают обходы, она нашла свободные уши, правильного наконец-то человека. Блин, за молдавана не дорассказал того, что с Милана первый приезжал, простой рабочий. Он ему так, тоже бонжорно утром, по-человечески. А тут ему то ли не ответил, то ли что. Короче, на следующий день этот сам у него спрашивает, типа, а как тебя зовут? Я не помню. Короче, молдаван пошел просто против него. Тот его спросил, как тебя звать, а он говорит, какая тебе разница? Что типа такого. Короче, молдаван отработал 2 дня. Он понял, что куда он попал, и больше он не пришел. Он даже за зарплатой не пришел. Убежал. А я куда убежать? Я приехал с 2 большими чемоданами, сумкой с Рима. Еду, ничего, удобненько. Инструмента, шмотки, зима, холодно. Мне не так просто было уехать. И вот они проходят тоже по этой. Обход делают, а я крашу. А крашу уже 2 недели, действительно долго. А почему? Потому что я покрасил все с ее команды. Она зовет электрика, вот этого пацана тоже покажу, который нагадил, это просто стукач, понимаете? Он держал этого пацана, а пацан тупой, ничего не делал, блин. Но он, видимо, ему стучал, что происходит в бригаде. Я не понимаю другого, за что его надо было держать. И закончилось с этим пацаном все так, что он сицилианец. Когда уже все поувольнялись, они остались вдвоем, бригадир и этот пацан. Один молдаван работал там, он инфаркт схватил, тоже от этих нервов, инфаркт.
уволился, те поуезжали, оставался я там и бригадир, и этот пацан. Я уехал, молдаван, не знаю, что с ним там. В общем, тот снял на видео, пацан, как тот к нему полез драться, показал хозяевам, и бригадира уволили. Остался один пацан, который ничего не умеет. В общем, стройка закрылась, развалилась. А перед этим она мне говорила: мне пофиг, я увольняю всех как перчатки меняю рабочих. Городок маленький, все друг друга знают. А знаете, как рабочие общаются? Где-то вышли в баре, вечером встретились: ты где работаешь? А, я там. Ну и как? Ну, а там так, а такая там, то ли нормальная, то ли стронца. Как есть, так и рассказывают друг другу. Поэтому оно все разлетается быстро. И то есть, если эти слухи пошли, то если она и найдет какого-то в следующий раз рабочего, он уже знает, что она дурная баба, и к ней не пойдет просто. И так она себе сделала репутацию, что из местных она вообще к ней не хотел никто идти. И она вообще закрыла потом эти стройки. Вот так вот крутая, не знаю, что с ней, как с ней. Но это был просто ужас. Я говорю, что И в тот момент самое страшное, что ты не понимаешь, что ты находишься, понимаешь, но ты подстраиваешься, типа, у меня нету другого выхода, я должен слушать, я должен идти работать. И многие так живут и работают, и годами, не понимая, что вы должны тут же это прервать и идти искать другую работу. Да, посидите неделю, две, но вы не должны у таких людей работать. Они вообще вот с России, я знаю, что меня тоже многие смотрят, я не знаю, как у вас работают. Может, вы привыкли так с таджиками там швырять их. Здесь так не работает. Но они по привычке приезжают сюда и пытаются в чужой монастырь со своим уставом, я это называю, приезжают. Свои правила впулить в Италии. И да, получается иногда. Я вам покажу пример объявления, которое много лет назад, и потом оно повторялось, нашел в Фейсбуке. Сейчас я вам его процитирую, потому что долго читать. Вакансия. Техник-помощник по хозяйству в Италии. Где работать? Вилла и 2 квартиры в пригороде Рима, Италия. Требования. Разрешение на работу в Италии, ВНЖ, знание русского и итальянского языков, свободное общение, наличие местного международного ВУ, поиск подрядчиков, коммуникации с поставщиками, поездки за покупками, приобретение товаров, заказ услуг, выполнение поручений по хозяйству, условия работы, график работы 5/2. Зарплата по договоренности зависит от квалификации. 5/2 это, то есть 5 рабочих дней, 2 выходных. Я не буду комментировать это объявление, потому что без мата я не смогу, а все придется запикивать. Вот вы лучше в комментариях напишите, что вы думаете. А так как меня смотрят многие из России, вы мне скажите, вы что там так работаете или что это за требования? Откуда они взяты вообще? Где так работают? Надеюсь, понимаете, как это работает. Вы поехали в магазин за продуктами, распаковали пакеты, быстренько пошли постригли траву, почистили бассейн, потом перекурили, пошли мыть машины. И вот это вот бесконечно. То есть, ну так, чтобы что-то сделал и расслабиться, у вас не получится, блин. И что самое интересное, мы с женой когда-то поехали на такую работу даже устраиваться. Ну, не с такими сумасшедшими условиями, но мы были на такой крутой вилле, где были 2 охранника, бассейн, крутая вилла, и даже обслуживающему персоналу давали свой домик даже с бассейном. И там же требовался тоже пройти полиграф. Но мы не дошли до того полиграфа, по-моему, что-то там 5 психологов в нас, видимо, нашли что-то не то. Ну и Господь нам помог, слава Богу, мы туда не попали. Ну и в общем, хочу вам закончить и объяснить, почему я не люблю бригады. В той бригаде это были все чужие люди, еще вот это все приезжие. Что хозяйку саму никто не устраивал, она ворчливая была, что мы не понимали, чего от нас требуют и какими тут надо быть, такими, как хотели они, никому, естественно, не нравилось. И все вроде как в командировке.
Только один местный молдаван, вот у которого случился потом инфаркт. Но уволился, когда она нашла еще одного, который должен был ей там что-то заканчивать. Она меня как-то оскорбила, я слез с лестницы и просто уехал. Ну, вот такой у нее был там дом. Место тоже, с одной стороны, жутковатое, но виды там были классные, ну, без слов. Это вот вид с крыши такой был, только это успокаивало. Ну, Вавка у нее все равно была в голове. Вот у нее у дочки был такой цвет, а у сына чуть ли не сиреневый или синий. Причем опыта и историй всяких у меня очень много. Я не знаю, насколько интересно вам будет. Посмотрим, как пойдет это видео, что вы напишете, как прокомментируете. Я думаю, что такой опыт, он бесценен, его невозможно повторить или где-то найти, чтобы кто-то рассказал. Так что я буду периодически вам рассказывать разные ситуации, которые случались, именно странные, от которых я убегал, которые я изменил, и которых я боюсь. И не дай бог я вижу, что что-то подобное повторяется, все, я уже назад ни ногой. Не хочу я обратно возвращаться. Ну а сейчас я вам по-быстрому покажу, как я закончил эту работу. В этой квартире мне еще надо будет ванную комнату душевую сделать, удобную поменять. Но это, наверное, через недельку. А для тех, кто печалился, что закончилась та вилла, ничего она не закончилась. Я ее буду продолжать, я думаю, еще на протяжении 2 месяцев. И, скорее всего, с Марьяном, не скорее всего, а Марьян уже будет выходить в понедельник на работу, думаю, и с сыном. В общем, работы много, видео будет много. Подписывайтесь, не забывайте, будет интересно. И все, пусть подсохнет. Застукую. А, еще камни, блин. Не мог понять. Ну, а вдруг за батископ где-то заливает. Еще камни. Ну, возможно, потом. Камни положены, пипец. Не дай бог. Но представляете, какой у меня контраст? То, что я проходил, и вот как действительно можно работать. Поэтому не думайте, что вся моя работа такая спокойная, замечательная. До этого надо дойти, до этого надо добиться. Но на самом деле что? Просто нужны нормальные знакомые, клиенты. Ну и в конце концов, рано или поздно вам попадется какой-то. А попал я все равно потом на афериста какого-то. Мягкий, пушистый, все, договаривается, все, улыбается, все такое, ну, пушенько. В конце 5 человек наших, блин, по Риму кинул. Ну, они аферисты все такие, они не производят впечатления каких-то там мудаков. Короче, наболтал я, потом хозяйка увидит, что я ничего не делал. А что, я и жду, у меня клея почти нет. И вот так. И знаете, последние лет 5 я вот как-то мне судьба сама преподносит. Ну, наверное, не сама, а я сам как-то уже убегаю, если я хоть малейший вижу, что что-то не то с работодателем, бегу сразу. Да, у меня бывало, что я день-два работаю и разворачиваюсь, ухожу, без всяких объяснений. Настолько я уже научен. Болтал, щень, и готово. Так что вот такая история. Очень хотел давно ее рассказать. Наверное, видите, и все видео получилось. Зато быстро выложу. Все, иду, покажу вам, ну, бегом, чего я делаю. И, видите, меняю этот кусок. Ну и что здесь самое главное, сами понимаете, чтобы оно слилось со старой плиткой. Ну и уровень, чтобы был. То есть слив у нас там посередине. Мне главное, чтобы был уровень везде, слив в ту сторону, начиная отсюда. Вот он есть. Здесь чуть-чуть ровненько, но тем не менее, если я поставлю вот так вот, то вода будет утекать. Так будет утекать. Главное, что она не будет собираться, как раньше, как здесь. Ну, в общем, и все в таком духе. И, кстати, даже в этом плане
Часто плиточники быстро... Почему я говорю, что плиточник не плиточник, это не значит, что они вам сделают хорошо. Обычно они бегом-бегом, и какая-то яма. Я иногда плиточнику говорил, блин, здесь яма, чуть-чуть. Возьми шпатель, вытащи ее и добавь клея. Лень, просто людям лень, и так эту яму оставляют. У меня есть такие квартиры, что я прихожу уже 7-8 лет прошло, и я на ту яму смотрю и думаю, в тот момент же мог просто поднять и исправить. И так там и лужа, грязь, и все такое. Ну, в общем, наверное, на сегодня хватит. Такая у меня была история. Может, что добавлю, если потом буду монтировать видео. Вообще сложно было. Вот этот же пацан, говорю, что он меня один раз подставил. Знаете как? Мы жили, нам сняли одну квартиру. И мы жили в трехкомнатной квартире вдвоем. Каждый в своей комнате. Автобусы там ходят точно, но мало, блин. Вот с утра там до 8 2 автобуса какие-то. И потом следующий в обед. Если ты опаздываешь на этот автобус, там, скажем, в 7:30, все, ты уже не можешь уехать на работу. После 7:30 был последний. Там серпантин, такая дорога, тоже есть кусочек видео, такая трудная, очень тесно. В общем... Такая дорога тут. Киевидус. И что он делает? Он вышел первый, типа побежал на автобус. И я уже что-то там замешкался. Выходить нету ключей от квартиры. А как я оставлю квартиру открытую? Я начинаю искать, как. Я их вот здесь вот всегда ложу на одном и том же месте. Их там нету и все. Я всю хату обыскал минут 15. А этот пидорас взял куда-то, переложил их в другое место, в какой-то уголок. Я их нашел. Но уже автобус ушел. Я звоню той хозяйке. Я говорю, так и так, у меня ключ. Я же не могу его обвинить, этого пацана. Мне потом дошло, потому что очень многие странные вещи происходили мистические. И уже все потом между собой рабочие говорили, что это этот, блядь, мутит пацан, блядь. А он к нему, он на меня вот так вот орал, как я вам рассказывал. А приходит этот пацан к нему на разговор, он возле него, я думаю, блин, что, я извиняюсь, может, у них там любовь какая-то между этим пацаном, блядь. Ну а что, я уже не знал, что думать. Что он у него чуть ли не главный рабочий был. И вот когда говорю, что я работаю на таких работах, что бы тут ни было, такого повториться в реальной жизни очень сложно. И я рад любому, я могу проглотить после тех ситуаций какие-то мелочи, для меня это просто мелочи. В общем, не просто в Италии, не просто работать, и не знаю, пишите, наверняка у вас были такие просто ситуации, что невозможно работать, невозможно. Вы понимаете, как сложно иногда бывает просто найти работу? А если ты ее еще находишь в такой ситуации, ты долго искал, и люди терпят. Я вам говорю, что терпят. Они плюются, матерятся. Но последнее время, из-за того, что много работы, я думаю, что это надо быть полным идиотом, чтобы в таких условиях кто-то работал. Но и я все равно знаю, что работают люди. Не могут жить в какой-то глухой деревне, где вариантов нету, где сравнивать нечем. И работают как рабы просто. Так это и не надо говорить за Италию, не вздумайте. Потому что, опять же, я напоминаю, вот эту всю манеру общения с рабочими привезли с России, человек привез. Значит, она в России тоже так с рабочими общалась. И еще раз говорю, все, кто крутые русские сюда едете, пошли вы в задницу, блин. Никто на вас так здесь пахать не будет, как в вашей России. В Украине то же самое, я и с украинцами так работал. То же самое, раба с тебя сделать. Цените себя и имейте какую-то гордость. Пусть лучше, блин, поживете на одних макаронах,
пару недель, но найдете себе нормальную работу. Всем пока. Держитесь. Блин, опять жара, сука. Обещают похолодание. Кстати, взрыв слышал вчера. Видели в Риме? Что случилось? Дым там был, видно, далеко. Такой хлопок был. Ну, мало ли что. А потом по новостям, офигеть. Так, покрасил здесь вот этой резиной специальной. Дорогой. Она очень прочная, она даже фибрата, по-моему. Ну, не помню, или этот мешок, или другой. То есть гуайна ликвида, баночка уже готовая. Она не сильная, и она на крышах лопается, она не держится. А вот это порошок, он разводится с водой и довольно прочный. Можно, в общем-то, вообще крышу всю замазать, и, по-моему, он будет держать. Я не знаю, как по срокам, по времени, но материал супер.